Курампа. Причина – купить лицензию Майнкрафта. Почему? Потому что пиратство не даст вам того, что мы создали за последние полгода и будем создавать дальше. В RU-сегменте создалась ситуация, что многие люди не видят смысла приобретать лицензию Майнкрафта. Но один факт меня безусловно радует. Только за последний год было продано несколько сотен тысяч лицензий Майнкрафта для одного лишь русскоговорящего сегмента. И я знаю, о чем я говорю, так как я причастен к этому, и не просто как обычный блогер, который рекламировал свой очередной магазинчик, я в этом именно варюсь. Я общался и общаюсь с разными людьми, знаю разные секретики, и сам лично продаю товары. И не абы какие, а официальные наличные аккаунты покупателей. А не как некоторые ритейлеры делают, продавая аккаунты с лицензией по фулл прайсу. Это мы забегаем в грязные темы будущих видео. Так вот, количество золотых стивов увеличилось на кучу сотен тысяч, и казалось бы, это прекрасно, люди начали пересаживаться с пиратских лаунчеров, но нет. Они до сих пор, даже с лицензией, сидят на пиратке. Зачем? Но что она такого дает? Ник, скин, хайпиксель, уникальные игровые сервера, режимы и фишки, какая-то ерунда. Я хочу показать вам, что лицензия не просто ключ к игре, это путь к настоящему комьюнити и уникальному игровому опыту. Креветик, кто меня еще помнит, я Эндендена. Итак, вы 5000 лайков набрали, 5 месяцев прождали, база, исправлюсь. В этом видео я вам расскажу об одном чудесном сообществе, которому уже 12 лет, и оно передает особую атмосферу, суть, которую можно получить именно с лицензии Майнкрафта. Это будет крайне увлекательная история, и также тут будет ответ, почему от меня не было видео полгода. Не забывайте подписываться на мой телеграм, а также если почему-то не подписаны на YouTube, подписывайтесь. 50 тысяч вас к концу года было бы отличной целью. Больше актива проявляете, больше контента получаете. Поплыли. Дисклеймер. Начнем с того, что пиратство, хоть вы и можете подумать, что это свобода, возможность не платить деньги, но в реальности это лишь ограничения. Приваты, админы, регистрация, отсутствие классных серверов, разных фишек, а также и дальше сидите в страхе на своих пиратских лаунчерах. А теперь я вам дам понять, что лицензия позволяет запустить открытый, бесплатный сервер, на котором не будет приватов и как таковых ограничений. Все дело в том, что на лицензии мало гениев будут заниматься какой-то фигней, портить игру другим игрокам, в случае чего сразу бан. Чё, за что сидите? По какой статье? Как жизнь молодая! Как у вас тут тигерочек бухаете? Скажу точнее, такой сервер уже запущен с лета 2024 года. Это сервер моего сообщества Курампа, над которым я трудился последние полгода, и до этого у него история с 2012 года. Честно говоря, на мое удивление, наш сервер не единственный. Я провел исследование и нашел сразу несколько годных лицензионных серверов, по которым я уже провел обход, поговорил с игроками и собрал очень интересные истории. Там достаточно контента, и все это я решил выпустить отдельно видео. Сейчас же я расскажу вам историю моего сервера и сообщества. История сообщества и сервера Курампа. Сообщество Курампа действительно уже более 12 лет. Его день рождения где-то в 2012 году, но его официально мы празднуем 15 октября. Вы вообще помните, что вы делали в то время? Некоторые зрители скажут: я тогда ходил в садик, а я тогда уже создавал сервера и выпускал какой-то контент, но как теперь это кринжово. На ютубе до сих пор висит видосик от августа 2012 года, в котором какой-то парень под охреневший дабстеп показывает, что тогда происходило на сервере. И это просто охрененно. Это история. И наше сообщество Курампа сейчас активно растет и развивается. Мы проводим различные ивенты, как Build Battle, посвященный 11-летию сообщества. Нам передают приветы крупные блогеры. Курампа, всем привет. А также мы пополняем аудиторию самыми удивительными людьми и создаем действительно ламповую атмосферу, без оскорблений, политики, токсичности и прочего. Сейчас мы пока уютно устроились на Discord сервере, где у нас собралась не просто компания людей, а прям целая семья, которая ежедневно общается и приятно проводит время. И тут мы подошли к истории, как мы открывали наш сервер для выживания. Вообще, сообщество у нас старое, было много попыток запуска серверов, к тому же я стримлю. Прошлый запуск был в 2022 году, и все закончилось, как вы понимаете, не очень хорошо. И летом 2024 года запуск сервера, который работает и по сей день. И знаете, на удивление, все это началось максимально несерьезно. Просто возникла идея, я стримлю, хочу, чтобы был сервер, где можно поиграть с подписчиками. Нашел хост, оплатил через RU-карту, и сервер работает. Но вы думали, что все так просто? Если бы не дети, эти чертовы...
Ой, чудесные цветы жизни, которым бесплатно в руки дали стресс-машинки для грязных дел, и они наткнулись на мой стрим. Ну, я не знаю, это занятие какое-то максимально уродское. Бесплатный сервер не для заработка денег, просто чтобы поиграть с аудиторией. Дудосить, сносить, не давать играть. Никакого смысла, просто потому что могу. Да, сервер нам несколько раз положили, но не в этом главный прикол. Хостинг представлял нам ограниченный трафик, 5 терабайт. Вроде много, но когда тебя дудосит непрерывно, он быстро расходуется. И каково было мое удивление, когда я потерял доступ к консоли и не понял, из-за чего это было. Но потом до меня дошло. И угар в том, что я написал в техподдержку хостинга, и они не понимали, что вообще делать. У них в принципе не предполагалась возможность хотя бы докупить трафик. Они не думали, что его кто-то потратит. И в моменте техподдержка начала меня игнорировать. А игроки-то сидят, хотят поиграть. И мне пришлось обходными путями вытягивать данные с сервера, и при том, что прошлый период не кончился, идти и тратить деньги, арендовать другой российский хостинг. Я решил обратиться к относительно медийному хостингу, там я начитался, что у них хорошая защита, но как же это было наивно. Ну и через время сервер работает, я запускаю стрим, а после внезапно теряю доступ. Рот этого казино. Ой, а что же не так? Пишу в техподдержку, а параллельно мне начинают написывать Discord. Мы вас дудосим. Но это дети вернулись со школы, и им стало скучно, господи. По итогу техподдержка хостинга предложила мне защититься от дудос-атак. А именно купить их расширенную защиту за 120 евро. Вдобавок к оплате хостинга. И суммарно выходило бы почти 200 евро каждый месяц. А евро, напоминаю, что уже тогда было больше 100 рублей. Умножаем на 100... Не, ребят, чисто сервер, чтобы поиграть с подписчиками. Кайфы. Я не помню точно, что там уже происходило, но в какой-то момент дудосеры от нас отстали, а мы в конечном итоге оказались на третьем хостинге, уже европейском. И здесь мы решили серьезно начать сезон выживания на ваниле, чтобы люди могли играть. Начало сезона 24 июня 2024 года. Давайте считать это первым сезоном, но то, как мы его начали, совсем другая история. Обо мне. Сервер заработал, люди смогли теперь играть, и летом я еще активно занимался написанием сценария для очень сложной темы видео, одно иностранное сообщество, которое нужно было правильно осветить, и думаю, вам было бы интересно обо всем этом послушать. А чего это я в прошлом времени? Сценарий у меня до сих пор лежит, к этому видео я вернусь, но тогда, в какой-то момент, из-за всей этой работы я просто начал сгорать, и решил, что спустя 2 года без отдыха нужно бы взять отпуск и просто куда-нибудь пропасть, хотя бы на пару недель. Я наметил себе большие планы, пока есть возможность поездить по стране, пообщаться с друзьями и просто провести отличное время. И спойлер, я время отлично провел, но что-то явно пошло не так. Я посетил только один город, так как я в пути простыл из-за чертовых кондиционеров, приболел гуляя уже там и решил, что нет, мне нехорошо, хочу домой, хочу работать. Еду домой. И по приезду домой и тут простыл. Ну какой-то конкретный звездец. Короче, к сценарию по приезду я не вернулся, а решил, пока мне плохо, займусь кодингом. Ведь можно для сервера, для игроков сделать что-то интересное. За неделю освоил Java и написал несколько плагинов, добавляющие разные приколы на сервер. Но это при том, что я уже активно писал на других языках. И я увлекся. Писал плагины, писал разные системы, закончил бота для Discord сервера. Про все это еще много чего рассказать, но может быть в другой раз. А вот уже и ноябрь. И кажется, это весь ответ на вопрос, куда можно пропасть ютуберу на полгода. Начало выживания на сервере. У нас, скажем так, не совсем простая ванила, ванила. Мы стараемся не убивать ванильные механики, но мы любим эксперименты. Да, может быть не все будут ими довольны, но определенно это будет интересный игровой опыт. Например, как фантомы, которые хрен знает откуда у нас берутся в энде. Или почему бы не перенести точку спавна с привычного комфортного места куда-нибудь в город Вардена? Ну охрененная же идея. Но какое же было мясо, когда куча игроков вначале начали разбегаться и триггерить скалки, призывая кучу варденов, которые начали просто всех уничтожать. Но изменения коснулись не только креативного места спавна. Мы также немного изменили генерацию миров, всех 3 измерений. Ну просто посмотрите на это. Как же похорошел Майнкрафт при Курампе. И нет, ребят, это чистая ванила, без каких-то модов. Мы, конечно, проверили, чтобы не ломался баланс и генерация ванильных структур. Это прям глоток свежего воздуха для выживаний. Но если что, мы слышим ваши пожелания.
Кстати, кто угадает, напишет мне в Телеграм, какие приколы с этими генерациями у нас возникли, скину вам 500 рублей. У нас также есть и другие фишки и изменения, о которых вы сможете узнать, поиграв на сервере, или в скором сможете прочитать на нашей вики. Участники нашего сообщества и их достижения. За полгода, который работал сервер, на нем произошло большое количество контента. И знаете, я без конца удивлялся, когда собирал информацию о том, что на сервере вообще происходило. Я вообще не был в курсе некоторых событий, не принял в них участие, но о кое-каких других я хотел бы и не знать. Тут большой респект Юзу, который четенько разложил все события по хронологии и постарался прикрепить к каждому событию тему с форума Дискорда. И спасибо Фрирану, от него я дополнил даты. В Телеграме запощу всю эту информацию, прям интересно почитать, что как было, что люди обсуждали, что просили. И за все это время были проведены различные ивенты, конкурсы, PvP-турниры, несколько раз перестроен спавн, как верхний, так и спавн в городе Вардена. Его стало не узнать. И, естественно, для удобного передвижения были построены адские магистрали. Наш сервер изначально не задумывался как какой-то РПшный, вся свобода для игроков. Вот они с этой свободой и пришли к тому, что на сервере образовали коммунизм, различные партии, проводили выборы, на этих выборах происходили покушения на кандидатов. Да что там, у нас появилась своя криптовалюта, Крякоин. Ага. Здравствуйте, уважаемые люди, это новый стартап, называется ННД. О, это что такое? Листинг не скоро, но выплату уже сейчас. В изумрудах. Хочу выразить большое спасибо Эйфрей за то, что сделал эту картинку, в принципе. И большое спасибо Фрирану за ресурсы. Наконец-то есть, да, адекватные, ребят, криптовалюты. Не ваши эти хомяки, понимаете, не ваши там, что там, тоны, которые падают. Это стабильнейшая валюта, она всегда будет стоить... Сколько она стоит? Ну и для базы валюта ары для торговли, система банков, магазины игроков, магазины... Огромные лагающие магазины и борьба конкурентов между собой. Как вам такая тема? Прийти в магазин конкурента и сделать все таблички светящимися, чтобы у многих игроков около здания даже без шейдеров начинало лагать. Я особенно кайфанул на стриме, когда у меня Майнкрафт выдал 1 FPS. Ну ты понял. Все, ребят, стрим закончен, у меня Майнкрафт залагал вообще в дрыз. Я понял, это, видимо, просто мне уже клиент не вытягивает. Ща. Также хочу отдельно отметить базы игроков. Игроки много чего построили, много разных красивых домиков, баз. Честно, все это хочется показать, но это будет слишком долго. Два самых значительных проекта этого сезона. Первый — огромный город с замком Эйфории, над постройкой которого работала куча игроков. Была выкопана огромная территория, и по итогу вы видите, какой проект получился. Да, сам замок построен, но проект вышел немного незаконченным, так как в какой-то момент люди перестали ему помогать, как бы он ни просил, и строил он один. И Эйфория по итогу устал, сочувствую. Второй проект игрока Курепа. Это не просто красиво, это ошеломляюще. Впечатляющий подземный комплекс, выполненный в стимпанк стиле. Медные блоки и огненные элементы создают атмосферу мощи и тепла, а массивные колонны и детали конструкции подчеркивают масштаб и надежность. Свет от лавы и фонарей дополняет мрачное, но одновременно завораживающее освещение, создавая ощущение, будто вы попали в сердце гигантского механизма. Я не знаю точно, что это по его задумке, но на что-то такое эта база похожа. Мне ответили. Это твердыня меди из «Властелин колец», и это стало еще превосходнее. В центральном месте располагается портал Вент, через который, кстати, с нашей компашкой мы отправлялись в измерение Энда. 3, 2, 1, поехали! Курепа конкретно постарался ради такого проекта, и знаете, портал порталом, но он, черт возьми, располагался под океаном. Непростая такая задачка, но не для Курепы. В общем, разная движуха, разнообразие событий, и все это нужно будет еще лучше развивать на новом сезоне. Отдельной же темой является творчество людей у нас в сообществе. У нас вроде сообщество по теме Майнкрафта, но меня впечатляет, что у нас собрались самые различные люди. Программисты, юристы, 3D-моделисты, дизайнеры, скиноделы, контент-мейкеры и прочее. И все они регулярно делятся своим творчеством в том же нашем Дискорде или ведут непонятные мне беседы у нас в Телеграм-чатике. Но напомню, что мы придерживаемся принципа: никаких оскорблений, ущемлений, политики, токсичности и прочего.
Считаю, что отдельно стоит сказать о форуме Курампы в Дискорде по решению ошибок в Майнкрафте. Не все обращают на него внимание, но это культовое место со своими интересными обитателями. Гиды, их вроде бы никто и не видит, они не общаются в общих чатах, но имеют большой уровень на сервере. Они обитают чисто на форуме и бескорыстно помогают людям с ошибками и их личной жизнью. А ведь бывают, попадаются те еще индивидуумы. И дорогие гиды, ваш вклад действительно важен. Большое спасибо за ваше старание и терпение. У меня большие планы на улучшение работы форума, чтобы помочь вашей работе. Если у вас есть идеи, мы их в скором обсудим на трибуне. Будущее Курампы и сервера. Начну с сервера. Друзья, уже в конце декабря 2024 года на Курампе начнется второй сезон выживания на mVanilla. Версия 1.21.1. Прошлый сервер мы пока решили оставить без вайпа, чтобы люди могли на него заглянуть и посмотреть, что там у нас происходило. На новом сезоне вновь будет очень интересное место для начала выживания. Можете попробовать угадать в комментариях. Что это точно будет и как это все будет происходить, вы узнаете, присоединившись. Я все это буду стримить, играть с вами, проведем с вами Новый год, как, к примеру, провели его в прошлом году, но хотелось бы повеселее. Сезон выживания у нас точно продлится минимум полгода, но если будет большой актив игроков, если пожелаете, все продолжится дальше. Сервер оплачивается с монетизацией моего канала, так что пока вы смотрите мои видео, игровой сервер будет жить. Но с этой монетизацией я не получаю на мою карту ни копейки, так что вы всегда можете поддержать нашу работу своим донатиком, чтобы мы могли создавать новые невероятные штуки, на которые уходят реально большие труды. У меня сохраняются принципы, что сервер должен быть общедоступным, с лицензией, на нем должна быть дружелюбная атмосфера, комфорт для выживания, никаких читеров. Да, высокая планка, которой нам нужно придерживаться, и никакого говна доната. Хотя у меня есть одна офигенная идея для монетизации проекта, но которая вас не заденет и позволит нам активно развивать проект во что-то большое и крутое. 12 лет Курампа существует и развивается, и я в какой-то момент дал обещание, что доведу его до чего-то великого и значимого. Да, на нашем пути полно разного говна и проблем, но я не схожу с него и добьюсь своей цели. Главное, что я дорожу и ценю то, что сейчас имею, и буду дальше все это развивать и улучшать. Черт, я уже конкретно запутался в правильности формы «я», «мы», так как слишком много я на себе беру, слишком много реализовано именно мной. Но я не забываю про важных членов нашего сообщества, нашего управляющего Эйфорию, нашу команду модерации, команду гидов, главного редактора Феликса и ребят, к которым мы частенько обращаемся. Черепашку, Питера, Фриранчика и отдельно выделю Егора, Вискаса, участие которого в сообществе для большинства вообще незаметно, но его помощь и доверие бесценны. Без него многое могло бы не получиться. Были разные непростые моменты, проблемы, но через все это мы прошли, проводя с вами эти прекрасные вечера или дни. Спасибо, ребята, вам большое, спасибо, что вы с нами. Но нас ждет еще много всего. У меня в планах запускать различные сервисы, проекты, которые, кстати, в основном и нацелены на пользователей лицензии. Я уже реализовал ботов для Дискорда и Телеграма на десятки тысяч строк кода. У нас налажена интеграция с серверами Майнкрафта и прочими сервисами. Заключение. В заключение могу сказать, что сообщество Курампа стало для меня действительно чем-то значимым. Хоть я и такой человек, у которого часто могут меняться интересы, я могу заниматься то одним, то другим. Также можно и с проектами, прыгать с одного на другой, постоянно что-то искать и пробовать. А можно просто быть здесь и сейчас и создавать что-то настоящее. И не знаю, смог ли я донести до вас главную мысль, посыл этого видео. Возможно, суть раскрывается под конец. Что дело вовсе не в серверах, не в проектах, сервисах. Все дело в людях. Смысл имеет то, чему мы его придаем. В Майнкрафте в самих блоках нет жизни. Если вы, к примеру, скачаете какую-то карту или зайдете на сервер, будете просто блуждать по нему. Да, в моменте будете впечатлены, что такое построили люди, но в большинстве случаев вам либо уже будет, либо станет абсолютно пофиг. Нужно вникать, пытаться понять и прочувствовать. Мне очень приятно, что наше сообщество стало причиной объединения совсем незнакомых людей из разных частей мира, разного возраста. Из-за каких-то кубиков в какой-то момент они просто начали общаться с друг другом и продолжают до сих пор, почти каждый вечер собираясь и приятно проводя время во что-то месте играя или общаясь на какие-то темы. А потом я приезжаю кому-то в город для встречи. Это просто чудесно.
В общем, ребят, могу предложить вам присоединиться к нашему дружному сообществу. Возможно, именно у нас вы сможете найти то, что искали, найти друзей или что-то большее. Если вы досмотрели видео до этого момента, то, вероятно, вам оно понравилось. Не поленитесь поставить лайк и оставить свой душевный комментарий с вашими впечатлениями. Это был МДН Дэна. Подписывайтесь на канал, всегда буду с вами. Всем до скорой встречи, удачи!